В этом видео речь пойдет про метавселенную, что это такое и как заработать на метавселенной новичку. Всем привет! Вы на канале Жажда Про. Что такое метавселенная простыми словами? Термин метавселенная образован слиянием двух слов. Мета с латинского «за гранью» и вселенная. Следственно, глубинный смысл понятия звучит так: за гранью или за пределами Вселенной. Метавселенная в представлении фантастов — это утопическая виртуальная вселенная, которая освобождена от культурных, социальных, экономических и политических проблем реальности, либо виртуальное убежище. Термин «метавселенная» придумал писатель-фантаст Нил Стивенсон в 1992 году в романе «Лавина» «Snow Crash». Метавселенная по Стивенсону — это следующая стадия развития интернета, общий цифровой мир, объединяющий физическую, дополненную и виртуальную реальности. Люди могут подключаться к нему в виде аватаров и делать все, что и в реальном мире. Искать информацию, общаться, ходить по магазинам и работать, но при этом уйти от реальности и жить в виртуальной вселенной. Аватар человека в метавселенной может быть кем захочет и владеть чем угодно, а смерть не означает смерть в реальном мире. Чем метавселенная отличается от современного интернета и онлайн-игр? Венчурный инвестор Мэтью Болл и современный идеолог метавселенной выделил ее 7 основных признаков. Первый — бесконечное существование. Она никогда не сбрасывается, не приостанавливает работу и не заканчивается. Второй — она работает в реальном времени и не зависит от внешних факторов, хотя разработчики могут создавать и планировать события в метавселенной. Третий — нет ограничения на размер аудитории и количество одновременных пользователей. Каждый может в любой момент подключиться к метавселенной и участвовать в ее жизни на равных с остальными. Четвертый — должна быть полностью функционирующая экономика. Люди и компании могут получать некое вознаграждение, аналог денег, за работу, которая приносит ценность, признанную другими, тратить его и инвестировать. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, как зарабатывать на метавселенной. Пятый. Метавселенная объединяет физические и цифровые миры, открытые и закрытые платформы, частные и общедоступные сети. Это единое цифровое целое. Шестой. Необходима совместимость данных, предметов, активов, контента, передаваемых между цифровыми мирами. Например, у пользователя должна быть возможность перенести машины из GTA Online в Need for Speed или подарить их другу из Facebook. Седьмой. Метавселенные должны быть наполнены контентом и опытом, созданным ее же пользователями, одиночками, группами или коммерческими предприятиями. Что нужно для появления и развития метавселенной? Первое. Аппаратное обеспечение. Продажа и поддержка технологий и устройств для доступа, взаимодействия и разработки метавселенной. Это включает в себя оборудование для пользователей VR, гарнитуры, смартфоны, тактильные перчатки, корпоративное оборудование для создания виртуальных или AR-сред, промышленные камеры, проекционные системы, датчики. Второе. Сеть. Обеспечение постоянной работы метавселенной в режиме реального времени потребует высокой пропускной способности и децентрализованной передачи данных. Третье. Вычисление. Для поддержки метавселенной потребуются мощные системы, способные справиться с требовательными функциями. Например, с обработкой физики объектов, рендером, согласованием и синхронизацией данных, искусственным интеллектом, проекциями, захватом движений и переводом. Четвертое. Виртуальные платформы. Сюда относятся разработка и поддержка иммерсивных цифровых трехмерных симуляций, сред и миров. В них люди и компании смогут творить, общаться и участвовать в различных событиях, от погонь на машинах и учебы до прослушивания музыки и написания картин. Большое влияние будет иметь экономическая деятельность. В отличие от обычных онлайн-игр, в метавселенной присутствует большая экосистема разработчиков и создателей контента, которые зарабатывают внутри метавселенной. Пятое. Инструменты и новые стандарты обмена данными. Форматы, сервисы, протоколы, движки и другие механизмы для взаимодействия людей, а также создания, эксплуатации и постоянного развития метавселенной.
Они должны поддерживать авторские права, экспорт и импорт данных между собой, технологии рендеринга, искусственного интеллекта и физики. Шестое. Платежи. Поддержка цифровых платежных сервисов и платформ для обмена цифровыми и фиатными валютами и других финансовых услуг. Седьмое. Контент, объекты и услуги. Разработка, продажа, перепродажа, хранение, защита и управление цифровыми активами, созданными внутри метавселенной. Восьмое. Поведение пользователей. Наблюдение за изменениями в поведении людей и бизнеса, которые либо напрямую связаны с метавселенной, либо способствуют ее развитию или отражают ее принципы и философию. Эти модели поведения могут изначально казаться причудами, когда только появляются, но позже демонстрируют устойчивую и глубокую социальную значимость. Как заработать на метавселенной? Сегодня существуют десятки, если не сотни проектов метавселенных, где пользователи могут зарабатывать реальные деньги просто за то, что играют. Как и где они это делают? Геймерские миры на блокчейне с игровым имуществом в виде NFT позволяют абсолютно законно и просто конвертировать достижения в звонкую монету, причем несколькими путями. Обменять игровую валюту на фиат через криптовалютные биржи. Про лучшие биржи криптовалют мы рассказывали в прошлом видео. Внутренние денежные единицы. Такой же актив, как биткоин или эфириум. Цена на них формируется исключительно рыночными методами. Продать игровые предметы в виде NFT на аукционах. Сдать в аренду имущество внутри игры. Выдать кредиты новым игрокам. Как правило, все игровые проекты, позволяющие зарабатывать деньги, требуют первоначальных вложений для покупки стартового комплекта, без которого невозможно начать. Существующие пользователи могут спонсировать новичков, выдавая им в долг необходимое имущество на правах аренды или отложенного выкупа, с помощью рекламы компаний из реального мира. Приносить доход может не только игра, но и инвестиции в токены перспективных метавселенных или в их базовые протоколы. К примеру, можно приобрести эфириум, на блокчейне которого построены большинство игровых метавселенных, или купить токены самих проектов, поскольку они растут в цене по мере увеличения пользовательской аудитории. Способы покупки токенов. Инвестировать в проекты метавселенных можно следующим образом. Способ первый. С помощью криптовалютных бирж. Это самый популярный способ на текущий момент, поскольку именно на биржах самый большой выбор перспективных монет, в том числе редких или новых. Список лучших криптобирж вы найдете в описании под этим роликом. Способ второй. С помощью обменников. Здесь можно покупать, продавать и обменивать криптовалюты метавселенных. Кроме того, они дают возможность инвестировать, оплачивая покупку напрямую с банковской карты. Подробнее про обмен криптовалют смотрите в отдельном видео на канале Жажда Про. Способ третий. С помощью криптокошельков. Возможность купить токены с карты присутствует во многих кошельках. Кстати, рейтинг топ-10 криптовалют для инвестирования мы уже приводили в одном из наших видео. А как вы считаете, стоит ли инвестировать в метавселенную? Реально ли на этом заработать? Напишите свое мнение в комментариях. Мы подробно рассказали о том, что такое метавселенная и как можно заработать на метавселенной реальные деньги. Если вам понравилось видео, поддержите лайком и комментарием, а также подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски.